Мне почему-то продолжают присылать картинки с анимешными девочками в нашем мире, хотя я уже делал видео про одну из них, и не думаю, что могу что-то сказать новое о других подобных картинках. Разве что разбирать каждую из них, фантазировать о том, как зовут эту конкретную девочку, как она оказалась в этом мире, и как складываются ее отношения с чуваком, которому она как бы принадлежит. Потому что очевидно, что все эти картинки, их следует воспринимать с точки зрения, себя. То есть, представь, если бы у тебя была анимешная девочка. Окей, что можно сказать об этой конкретной картинке? Мы видим снег, мы видим типичный российский пейзаж, хотел сказать советский, но, к сожалению, российский пейзаж. И анимешную девочку с неправильной тенью, она одета в жилетик, в шапку, и в общем и целом ей довольно весело, судя по всему. В отличие от той девочки, о которой я в прошлый раз рассказывал, которая смотрела из окна, это уже вышло на улицу, то есть, видимо, вопрос о рисках, которые берет на себя анимешная девочка, показываясь на улице, не стоит. Хотя мне, честно говоря, не очень понятно вот это радостное выражение лица этой девочки, поскольку, как я уже говорил в том видео, я очень сомневаюсь, что анимешной девочке понравится наш мир, тем более в таком его проявлении, какое мы видим на этой картинке. Возможно, девочку эту впечатлила детализация, что ли, потому что в аниме все-таки все довольно такое абстрактное, а тут прям можно пощупать каждый предмет и увидеть на нем массу деталей. Возможно, ей это в новинку, возможно, она в некотором смысле впервые в своей жизни видит по-настоящему. Кто знает, в общем, так или иначе, это милая картинка. Все эти картинки милые с анимешными девочками. Потому что, черт возьми, что может быть лучше, чем анимешная девочка? Окей, едем дальше. Да, мы уехали недалеко, как видите. На этой картинке мы видим Мио, сумрак. То есть можно представить, что они гуляли с мальчиком весь день, и вот вечером они... Вообще эта картинка выглядит как момент истины. Типа момент, когда кто-то из них кому-то должен признаться в чем-то. Судя по выжидающему такому напряженному выражению лица Мио. То есть они, видимо, вот остановились, и мальчик взял себя в руки и хочет ей все-таки сказать. Все, что он хочет ей сказать. В общем, ничего больше я сказать не могу, кроме того, что это тоже клевая картинка, которая моделирует один из чекпоинтов на пути к счастливой жизни с этой девочкой. Дальше. Окей. На этой картинке мы видим памятник Владимиру Ильичу Ленину. Он стоит на земном шаре и, как обычно, указывает нам дорогу к светлому будущему. Крайне остроумная подпись на памятнике гласит: «Володя, нахуя ты туда залез?» Что можно воспринимать как такой аллегоричный комментарий по поводу биографии Ленина. То есть, в принципе, зачем он всем этим занимался? Чего он залез на этот броневик? Чего ему не сиделось? А можно воспринимать исключительно практично. То бишь, Володя, зачем ты залез на этот огромный постамент? Что, конечно же, не имеет никакого смысла, потому что Володя, он ведь памятник, он не настоящий. И в этом, друзья мои, и есть юмор этой надписи. Понимаете? То есть автор надписи как бы спрашивает не живое о том, зачем оно, неживое, совершило какое-то действие, хотя вполне очевидно, и автору надписи наверняка очевидно, что памятник железный не мог никуда залезть, его туда поставили. Понимаете иронию? Я просто считаю своим долгом объяснить вам, что происходит на этой картинке. Это моя работа практически. В общем, так или иначе, это очень смешная картинка. Она, знаете, такая смешная своей абсурдностью и нахальством. Такие дела. Едем дальше. Так, на этой картинке мы видим рыбалку. Я не могу судить о том, где происходит дело. То есть, тут как бы вопрос можно разделить, вернее, не вопрос можно разделить, а ответ можно разделить на две основные категории. Либо это происходит в какой-то нищей стране, типа Сирии, где люди вынуждены себе, ловить рыбу для пропитания. Либо это происходит в какой-то нормальной стране, в число которых я включаю даже Россию, как ни странно, на контрасте с Сирией, где люди просто рыбачат just for fun. Дома в отражении вроде бы не разбомбленные, но все-таки от этой картинки как-то веет какой-то такой безысходностью. Но так или иначе, дно, как мы видим, довольно грязное,
что, в общем, характерно. Вода при этом имеет такой голубой оттенок, что, на мой взгляд, странновато, потому что, какой-то он немного ненатуральный, как мне кажется. У нас вот тут есть река, и она, в общем, не имеет никаких оттенков, она просто темная. Ну вот, дети и взрослые, кто с какими-то сетками, кто с удочками, ловят рыбу. Хочется лишь пожелать им хорошего улова. Картинка очень милая, конечно, ракурс и все такое. Едем дальше. Эта картинка состоит из двух частей. Передний план, вырезанный из фотографии, и действие этого переднего плана явно происходит в России. И задний план, представляющий собой какое-то такое киберпанковское, а может и не киберпанковское, а скорее просто футуристический пейзаж какого-то мегаполиса. Явно не русского, кстати, что входит в некоторый диссонанс с явно русским передним планом. То есть картинка построена на контрасте. Видимо, основная мысль ее в том, что время может идти, вещи могут меняться, но суть всегда останется той же. И даже в 2100 году, несмотря ни на что, все равно ты будешь стоять как мудак на снегу и ждать сраный автобус. Нельзя также не отметить тот факт, что то ли в силу непродуманной компоновки, то ли как задуманный эффект, автобус вроде как парит, что позволяет предположить, что в будущем автобусы вроде как будут летать. В таком случае непонятно, почему он выглядит как абсолютно стандартный древний автобус с колесами. Кто знает, что происходило в голове у автора этой картинки, которого, судя по всему, зовут Дэн Стр 11, судя по подписи в нижнем правом углу. Вот, собственно, я думаю, это последняя картинка в этом видео, поскольку оно и так уже наверняка идет слишком долго. Это не все реквесты, которые у меня есть, и если картинка, которую вы мне прислали, если ее не было в этом видео, то не расстраивайтесь, возможно, я расскажу о ней позже. Такие вот дела.